Выскочки на самом верху власти, правители, вышедшие из низов. Социальные лифты, то есть возможность занять высокое положение в обществе благодаря способностям, а не деньгам и заслугам предков, изобретение сравнительно новое. Лишь ко временам французской революции элита прогнила настолько, что простые крестьяне были часто умнее и образованнее господ, отчего считали свое положение очень несправедливым. И в конце концов добились большего равенства возможностей. Достаточно вспомнить генералитет Наполеона, который был довольно простого происхождения в среднем. Тысячи лет до того происхождение решало судьбу человека целиком и полностью, тем ценнее примеры, когда оно не помешало человеку стать на вершине государства. Примеры не так уж и редки. Обычно во времена войн, смут и революций наверху оказывались люди самого низкого происхождения, а вот спокойные и мирные времена консервируют всякую возможность для детей крестьянина стать хотя бы рабочими. Даже в древнем мире мы можем найти примеры удачливых выскочек в высшее общество. В Спарте существовало целое сословие мафаки, что дословно означает выскочки, дети неграждан, включая и рабов, получившие спартанское воспитание. Они не допускались к управлению, но имели шансы получить гражданство Спарты, если не нарушали закон. Китайская императрица Уцзэтянь короновалась не как Хуанхоу, вдовствующая жена императора, а как Хуанди, император. Изначально она даже не была наложницей, а служила в императорской уборной, рукомойником, то есть поливала руки сходившим в туалет. После смерти императора она сначала садила на трон своих сыновей, а затем и заняла его лично, и хотя она родилась в семье очень богатого торговца лесом, все же взлет до первой и единственной императрицы Китая был экстраординарным явлением. Еще один китайский пример – Люй Бувэй, простолюдин, сумевший стать первым министром и регентом империи Цинь. Написал многотомную энциклопедию, фактически одновременно являвшуюся письменным наставлением для будущего императора Цинь Шихуана, причем император, по слухам, был настоящим сыном удачливого выскочки. Это произошло не случайно. На рынке он разыскал очень красивую девушку, сделал ее своей наложницей, после чего на пиру представил ее императору. Тот также отправил ее в своей гарем, однако та была уже беременной. Амбиции Бувэя были огромны, он занимал власть, и императорскую, и финансовую, став крупнейшим торговцем золотом в империи, что стало слишком заметным. Новый император быстро отправил того в опалу, а затем открыто искал повода его устранить. Люй Бувэй выпил яд в одной из ситуаций, опасаясь скорого приглашения на казнь как провинившегося. Но истории выскочек продолжились сразу же. Ли Сы, еще один премьер-министр при Цинь Шихуане, продвинулся из простого дровосека, став фактическим правителем империи Цинь. Однажды он рубил дрова у амбара и заметил, что крысы в нем спокойные, а вот в прочих местах агрессивные, что привело его к мысли о счастье человека в зависимости от его положения у источников благ. Он стал усердно учиться, овладел каллиграфией и стал младшим сановником, а затем стремительно пошел вверх. Его заметил и приблизил к себе Бувэй, а затем Ли Сы выступил с речью, призывавшей изгнать из страны всех иностранных советников, что встретило горячее одобрение, а сам чиновник был резко повышен в статусе. Далее он продолжил свою истребительную деятельность, закрывая школы, религиозные секты и уничтожая простых ученых. Смысл был в том, что он опасался и конкуренции ученых, и возбуждения умов излишней грамотностью. Став во главе империи, после смерти императора, он вместе с младшим сыном долго правил, скрывая, что настоящий правитель давно мертв. Однако он сам пал жертвой интриг другого сановника и старшего сына почившего правителя. В 72 года Ли Сы был лишен всех титулов и рангов, казнен с помощью 2 колесниц, а его род был истреблен до 3-го колена по законам империи за измену. Еще более поразительный пример – Любан, сын крестьянина,
ставший императором и основателем династии Хань. Богатый крестьянин-отец отдал молодого Лю в мелкие чиновники, но тот пренебрегал обязанностями и много пил. Однако удачно женился на дочери высокого чиновника, считавшего, что его зять имеет уникальный лидерский талант. Во время разброда династии Цинь Лю Бан конвоировал заключенных, часть из которых разбежалась по дороге, опасаясь наказания. Лю сам ушел в бега с ними и стал их вожаком. За 7 лет из мелкой шайки Лю стал лидером целой армии, которая поглотила соперников после распада империи. Он провозгласил себя императором новой династии. Спустя почти 1000 лет его путь повторит Чжу Юаньчжан, тоже крестьянский сын и основатель династии Мин. Младший сын, без имущества, он голодал, попрошайничал, пытался стать монахом, но был изгнан, затем примкнул к восстанию красных повязок. Там он проявился как сильный лидер, женился на дочери главаря восставших, а после его гибели сам стал вождем. Ему удалось захватить последовательно Южный, а затем и Северный Китай, разгромить как войска империи, так и своих коллег по восстанию, вступивших в междоусобицу за власть. Цао Цао – один из главных персонажей китайской истории, фактически правитель династии Хань на ее этапе краха, командующий миллионными армиями и потерпевший поражение, автор песен и стихов, подавил сильнейшее восстание желтых повязок и всякий раз раскрывал покушение на себя. Обладал экстраординарным ростом далеко за 2 метра, а изначально был низкорожденным сиротой, усыновлен евнухом, служившим при дворе. Пример из средневековой Японии – Тойотоми Хидэёси по прозвищу Обезьяна, крестьянский сын, стал сначала генералом у сильнейшего правителя того периода эпохи Сэнгоку, а после его смерти выиграл оппонентов и стал военным диктатором Японии. Титул сёгуна не получил лишь по причине отсутствия родства с фамилией Минамото. Византийская императрица Феодора – фигура крайне полярная, причисленная к лику святых и уличенная в чудовищном разврате, по официальной биографии дочь сенатора, по настоящей бродячего циркача, который бросил семью в раннем возрасте Феодоры. С 13 лет она давала представления в цирке, который тогда служил еще и борделем. Она зарабатывала так и в более зрелом возрасте, совмещая с изготовлением пряжи, пока не сделалась любовницей будущего императора Юстиниана. Однако и тогда образ жизни ее был довольно сомнительным. Часто в театре на виду у всего народа она снимала платье и оказывалась ногой посреди собрания, имея лишь узенькую полоску на пахе и срамных местах, не потому, однако, что она стыдилась показывать их народу, но потому что никому не позволялось появляться здесь совершенно нагим без повязки. В подобном виде она выгибалась назад и ложилась на спину. Служители, на которых была возложена эта работа, бросали зерна ячменя на ее срамные места, и гуси, специально для того приготовленные, вытаскивали их клювами и съедали. Та же поднималась, ничуть не покраснев, но, казалось, даже гордясь подобным представлением. Прокопий Кесарийский. Императрица правила железной рукой, казня всех, кто ослушался, и не допуская принятия решений без ее участия. Тем не менее, она добилась существенных успехов в управлении страной в условиях войны с Персией, хотя прошлое ее постоянно было припоминаемо как друзьями, так и врагами. Ибрагим Испарги, великий визирь Османской империи, раб султана Сулеймана. Этнический грек, проданный в султанский дворец и сумевший не только сделать блестящую карьеру, но и стать личным другом султана. Сын рыбака, Ибрагим, вероятно, тайно оставался христианином, но как чиновник был безупречен. К сожалению, он пал жертвой оговора и подозрительности султана, который решился казнить своего друга и верного слугу, хотя и оплакивал это решение до конца дней. Другой приближенный Сулеймана Великолепного, Рустем-паша, тоже ставший великим визирем, был сыном свинопаса с Динарского Нагорья. Его судьба также печальна, но для визирей это было скорее нормой – недолгая власть,
а затем казнь по какому-то поводу. Вообще исламский Восток был богат на такие примеры. Обе династии мамлюкских султанов Египта, все по происхождению рабы, купленные для армии, выходцы из степей Украины и России. Аналогично с мамлюкской династией султанов в Индии. Но здесь мы имеем дело скорее с правлением военной хунты, чем с повышением кого-то за счет личных качеств. Лучший рыцарь Англии Уильям Маршалл, первый граф Пембрук. Младший сын угасающего рода, которого в детстве едва не отправили из катапульты в стену родного замка враги, чей удел был кормиться мечом и поначалу не имевший даже нормального боевого коня. Но благодаря храбрости и таланту поединченко выбился в члены свиты сперва принца, а затем и короля Англии. Булава и ярость пробили ему дорогу к постоянным победам на турнирах, за что полагались большие деньги и связи. Его команда рыцарей колесила по Европе и всюду была непобедима. Маршалл закончил свою жизнь графом, маршалом королевского двора и регентом Англии при малолетнем Генрихе. Тамерлан. Железный хромой Тимур не был чингизидом, и его род был довольно скромным. Прошел путь от простого воина до повелителя одного из крупнейших государств Азии. Несмотря на любовь к дворцовой пышности, в походах предпочитал весьма аскетичный образ жизни, за что был уважаем солдатами. На пике славы он успешно конкурировал с более знатными Тохтамышем и Мамаем и, безусловно, превосходил талантами их вместе взятых. Муце Атендола – крестьянин, основавший династию Сфорца. В 15 лет мимо его дома проходили наемные солдаты и, завидев сильного юношу, позвали его с собой. Не решаясь, тот загадал, что если, метнув топор, тот воткнется в дерево, он уйдет, так и вышло. Получил прозвище Сфорца-силач за умение гнуть подковы и бегать или вскакивать на лошадь в полной броне. Сам он в качестве кондотьера получил титул графа, его сын, выросший с ним в походах, впоследствии стал герцогом Милана. Римский папа, точнее антипапа, Александр V, урожденный Петр Филарк. Сирота-беспризорник без роду и племени, выросший на улицах Крита и подобранный там католическим монахом, умудрился подняться почти до самых высот власти в католической церкви, хоть и ненадолго. Среди римских понтификов это было не редкостью. Гонорий II и Григорий VII происходили из крестьянских семей. Целестин II был сыном мелкого дворянина. Иоанн Павел I был сыном рабочего. Его преемник Иоанн Павел II – сын поручика польской армии. Александр Меньшиков – соратник Петра Великого, бывший торговец пирожками на улице, до конца жизни не научившийся грамотно писать, тем не менее стал правой рукой императора. Попав в милость, по неподтвержденным слухам, еще и в койку, к Петру и получив дворянство, демонстративно выкинул из своей фамилии мягкий знак. Но воровал так много и яростно, что из фавора попал в долгую опалу. И Екатерина I, крестьянская дочь, солдатская любовница, также не отличалась высокородностью, что не мешало ей править и повелевать. Наполеон Бонапарт – простолюдин из медвежьего угла Франции. Корсиканцы были предметом анекдотов и баек. Тощий, нервный и странно подстриженный Наполеон тем более выглядел комично. Однако этот человек правил Европой, как и большая часть его генералитета, вышла из самых простых мест и слоев. Сергей Юльевич Витта, благодаря случайной встрече с царем из мелкого железнодорожника, стал министром путей сообщения, а затем министром финансов, начавшим индустриализацию России. Но даже будучи уже графом, шокировал столичное дворянство своим южнорусским акцентом с характерным звуком «г». Джон Дэвисон Рокфеллер, основатель Standard Oil и первый долларовый миллиардер в истории, сын бродячего торговца микстурами. В отличие от большинства американских богачей, не выставлял свое богатство на показ и активно жертвовал различным благотворительным организациям. Как видите, судьба не так уж часто уделяет внимание простым людям, вознося их на самый верх.
Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.